Сейчас мы все пользуемся смартфонами. Они нам очень упрощают жизнь. При помощи одного только смартфона мы можем посмотреть погоду на завтрашний день, зайти в Телеграм и пообщаться с друзьями, быстро найти какую-либо информацию в интернете, сыграть в какую-нибудь игрушку на досуге и еще множество других прочих вещей, которых можно делать, имея под рукой только этот самый смартфон. Удивительно, ведь каких-то несколько лет назад индустрия мобильного гейминга смогла обойти по приоритету все остальные, потому что, как оказалось, игры на телефон это очень выгодно. Люди не хотят тратиться на мощные компьютеры и покупать дорогие игры. Но мы сейчас не о мобильном гейминге, поэтому вернемся к теме. До появления смартфонов в массовом потреблении у большинства были обычные кнопочные звонилки, которые просто могли принимать звонки и СМС и кое-как выходить в интернет. Но все изменилось с выходом первого iPhone от компании Apple. Однако были некоторые подводные камни. Во-первых, не все могли позволить себе это устройство, по крайней мере в странах СНГ. Во-вторых, и для некоторых это может быть самым главным подводным камнем. Это отсутствие возможности кастомизации и сама закрытость системы как таковой. К тогда выпущенной в 2007 году iOS, компания Google в 2008 году показывает всему миру новую мобильную операционную систему – Android. В этом видео мы погрузимся в историю создания этой мобильной операционной системы, рассмотрим ее эволюцию, первые версии и узнаем, как эта система стала популярной. Ну и посмотрим еще на некоторые другие, близкие к Android миру вещи. Все началось задолго до того, как смартфоны были в полном обиходе, а это был октябрь 2003 года. Даже Apple только-только начали думать над проектом своего собственного телефона. Именно тогда Энди Рубин с еще тремя своими знакомыми, а именно с Ричи Майнером, Ником Сирсом и Крисом Уайтом, загораются идеей создания операционной системы и создают компанию под названием Android Inc. в штате Калифорния. Откуда же появилось имя этой замечательной ОС? А дело все в том, что Энди Рубин до того, как это все произошло, работал в компании Apple в 1995 году. И коллеги решили придумать ему кличку. Наверное, несложно догадаться какую. Все правильно. Android. И он решил, что эта кликуха весьма созвучна с его именем. Энди. В первое время существования компании Android одноименная ОС вообще никак не предназначалась для телефонов. В начале своего развития эта система была нацелена на цифровые камеры для соединения их с ПК. В то время часто цитировались слова Рубина о том, что компания Android собирается разрабатывать более умные мобильные устройства, которые будут осведомлены о местоположении и предпочтениях своего владельца. Первоначальные намерения заключались в разработке передовой операционной системы для цифровых камер, и это было даже ключевым фактором во время показа наработок системы инвесторам в 2004 году. Но позже они поняли, что с целью проекта они очень сильно ошиблись, и что рынок камер недостаточно велик для достижения целей. Спустя несколько месяцев, осенью 2004 года, компания изменила вектор своего развития и представила Android как операционную систему для мобильных телефонов, которая будет конкурировать с тогда еще популярными Symbian и Windows Mobile. После изменения этого самого вектора развития у компании возникли трудности с привлечением инвесторов на раннем этапе. Дело даже доходило до выселения некоторых сотрудников из офиса. Энди Рубин пытался договориться с Samsung и HTC, но случилось кое-что получше. Компанию заметила Google. А в 2005 году компания Google покупает Android за $130 миллионов, а все ее основатели автоматически присоединяются к компании покупателя. В этом же 2005-м поползли слухи о том, что поисковый гигант хочет выйти на мобильный рынок, и такие слухи вертелись аж до конца 2006 года. Слухи стали еще более массовыми, когда вышел первый прототип устройства на операционной системе Android. Прототип по дизайну был очень похож на один из телефонов BlackBerry, не имел сенсорного экрана, а управление устройством осуществлялось исключительно с помощью физической QWERTY-клавиатуры. И все бы ничего, но компания Apple в январе 2007 года проводит презентацию первого iPhone, который полностью обладал сенсорным экраном и уже содержал мобильную операционную систему собственной разработки – iPhone OS. Тогда миром смартфонов правила Nokia с операционной системой Symbian, о которой я рассказывал в одном из прошлых видео.
Symbian по большей части уступал iPhone OS как в скорости работы, так и в интерфейсе. Однако iPhone OS и Symbian были закрытыми операционными системами и не были доступны большинству потребителей. Android к тому времени построили на основе модифицированного ядра Linux, глубоко спрятанной от графической оболочки, чтобы дать свободу не только разработчикам свободного, но и проприетарного ПО за счет заменяемых библиотек, устраняющих воздействие лицензии ядра GPL v2, что позволяет выпускать открытый исходный код Android на выгодных условиях лицензии Apache 2.0, за исключением этого самого ядра. Приложения пишутся на языке программирования Java и позже Kotlin с опциональной поддержкой кода C и C++. Если для разработки приложения без этой поддержки нужен был только Android SDK и Android Build Tools, то с ней обязательно нужен инструмент Android Native Development Kit, который включает в себя специальную версию GCC и Java Native Interface для взаимодействия с Java. Именно после выхода первого iPhone компании Google срочно пришлось слегка адаптировать интерфейс OS к новому типу сенсорного экрана, который управляется уже не стилусом, а пальцами, как в iPhone. Как результат срочной переделки, в ноябре 2007-го команда разработчиков Android в своем блоге на платформе Blogspot выпускает свой первый SDK под названием Android Early Look, или же, говоря более подробно, Android M3 RC20A. Сам SDK поставляется с примерами приложений, библиотеками и, естественно, эмулятором. На Windows 11 эмулятор запускается, но вот сама система может циклично зависнуть на этапе загрузки, поэтому придется проверять все на системе пониже. Сам эмулятор выглядит следующим образом. Перед нами показан вот такой смартфон с QWERTY-клавиатурой, который, кстати, существует и в реальности. Это прототип от Google под названием Sooner, и в 2020 году каким-то магическим образом всплыл на торговой площадке eBay, причем в районе нескольких штук по $195 за каждую. Sooner построен на процессоре Texas Instruments OMAP 850 с частотой 200 МГц. Содержит 64 МБ АЗУ и батарею на 960 мАч. Но вернемся к системе. Сама она запускается очень быстро, всего лишь несколько секунд. Было бы там чему запускаться, если честно. После запуска перед нами появляется сам интерфейс системы и домашний экран. И по сравнению с Android 1.0 он очень сильно отличается. Во-первых, здесь нет центра уведомлений, ни в качестве понятия, ни в качестве его наличия. Однако они показываются в двух вариантах, в виде сообщения по центру экрана и в статус-баре. Во-вторых, никаких ярлыков на домашнем экране. Все приложения находятся на панели внизу, которую нужно пролистывать кнопками. В-третьих, никакой панели навигации. Вызов из списка меню и возврат домой осуществляется только через соответствующие физические клавиши. Из приложений здесь самый простенький и скудный набор. Браузер с главной страницей Google из 2007-го. Карты без ничего, звонилка, приложение контакты и самое интересное – API Demos и DevTools. В API Demos можно прогнать различные демо-сцены в виде проверки OpenGL, тестирования начальной системы уведомлений, сервисов и показа простеньких демонстраций в виде показа кнопок, Hello World'ов и игр с форматированием текста. Что примечательно, в системе изначально уже поддерживалось две темы – светлая и темная, однако по дефолту существовала только темная, а светлую можно было увидеть только в демо-разделах. В DevTools можно отдаленно кое-как увидеть прототип современного раздела для разработчиков в настройках. Здесь настраивается дебаггер, предоставляется возможность конфигурации XMPP, просматривается список всех установленных в системе приложений и тестируется расположение курсора на экране через раздел Pointer Location. То есть уже с бета-версии проекта поддерживается возможность работы HID-устройств. Из обоев тут только две картинки, приложений для принятия SMS тут нет, банально не реализовано, точно так же с разделом настроек и сервисами Google. Однако первые версии Android начали создаваться задолго до официальной публикации первого SDK. Существует версия из ветки pre-Milestone 3 под вот таким названием, который был сделан только для архитектуры ARM32, содержал приложение настройки и сообщения, позже почему-то удаленное, и имел в себе иной статус-бар. 12 февраля 2008 года выходит новая SDK-версия из линейки Android Early Look – Android M5 RC14. Что здесь нового по сравнению с прошлым SDK-релизом?
Кратко, полностью переписан домашний экран, перерисованные иконки и слегка переделанный интерфейс. Доработан центр уведомлений в виде появления так называемой шторки, поддержка больших разрешений экрана и чтение SD-карт до 128 гигабайт. Эмулятор также улучшается. Как минимум здесь изменился представляемый телефон. Теперь он сугубо сенсорный, а кнопки клавиатуры вынесены отдельно. Это все, что можно сказать об Android Early Look. И на этом моменте мы идем далее, так как все еще только начинается. После выпуска нескольких SDK для разработчиков проект на полгода замолчал, но 18 августа 2008 это молчание прекратилось. Выходит новый SDK-пакет, и в плане версий маленький тогда проект становится более опрятным и готовым. Система начинает именовать себя как Android 0.9, хотя по юзер-агенту в интернете он называет себя как Android 0.6. Кому мне в этом случае верить, не ясно, но что есть, то есть. Эмулятор остался точно таким же, но вот сама система снова кардинально изменилась в плане интерфейса. Это уже заметно на экране загрузки. Такой дизайн станет окончательным и официально появится в Android 1.0. После запуска системы нас встречает новая функция, которую мы привыкли видеть каждый день и каждое утро после сна. Экран блокировки. Тут показывается имя нашего устройства, дата и время, сколько процентов заряда уже набежало, и надпись о том, что нам нужно нажать кнопку меню для снятия этой самой блокировки. Снимаем блокировку, и мы видим тот самый домашний экран, который будет присутствовать в Android 1.0 и косвенно привыкли видеть прочие олдовые пользователи этой системы. Нажатие кнопки меню на домашнем экране открывает нам меню действий. Мы можем оттуда открыть шторку уведомлений и настройки, которых в SDK-пакете нет, выбрать фон, открыть поиск и добавить что-нибудь на главный экран. И с этого момента остановимся поподробнее. Главным нововведением Android 0.9 является поддержка виджетов и появление системы папок на главном экране. Изначально из виджетов доступны только часы, слайд-шоу с картинок и строка поиска Google. Кроме виджетов, мы можем на экран размещать закладки, ссылки на целые музыкальные плейлисты в плеере, контакты и, как уже было упомянуто ранее, папки. Состав дефолтных приложений также меняется и улучшается. Исчезает API Demos, но появляются приложения часы, калькулятор, простенькая камера, музыка, галерея и сообщения. Все они уже сделаны в том дизайне, который мы встретим в Android 1.0. Если мы удержим кнопку «Домой», то нам покажется список последних 6 запущенных приложений за все время использования системы без перезагрузки. Закрывать их оттуда пока еще нельзя, не научили. Кратко резюмируя обзор Android 0.9, можно сказать следующее. Проект практически готов к массовому использованию и конкуренции с уже существующими в то время другими OS по типу iOS, Symbian и Windows Mobile. Оставалось самое главное. Найти партнера, который согласится массово выпустить устройство с новой операционной системой на борту. Ну, долго искать не пришлось. 23 сентября 2008 года в свет выпускается устройство HTC Dream. В США он назывался как T-Mobile G1, который содержит в себе полноценную стабильную версию Android 1.0. HTC Dream работает на процессоре Qualcomm MSM7201A с частотой в 528 МГц. АЗУ тут 192 МБ, а встроенной памяти чуть больше – 256 МБ. А работа с устройством осуществляется не только при помощи QWERTY-клавиатуры или трекбола, но и с помощью сенсорного экрана. Данное устройство обладало TFT-экраном в 3,2 дюйма с разрешением 320 на 480, который отображает 65 тысяч цветов, камерой на 3 мегапикселя с автофокусом и Bluetooth 2.0. Скажу честно, на картинках он выглядит вполне интересно. Я бы хотел такое иметь в собственной коллекции. HTC Dream официально обновлялся до Android 1.6, позже его поддержка была прекращена, но неравнодушные люди делали кастомные прошивки под этот девайс и сделали вплоть до Android 4.1. Но вернемся к Android 1.0. Как уже было сказано ранее, это самая первая, официальная, стабильная и полноценно готовая к массовому распространению потребителям версия системы. Здесь уже имеются сервисы Google по типу Gmail, Google Talk, Google Maps. Дебютирует собственный магазин приложений под названием Android Market, который официально запустится только месяц спустя.
В феврале 2009 года выходит Android 1.1. Это что-то типа первого накопительного обновления. Данная версия является минорной и ничего нового особо не приносит, кроме поддержки в Android Market, размещения платных приложений и возможности обновления системы по воздуху. Первые версии Android изначально не имели какого-либо названия и назывались просто Android 0.9, Android 1.0, Android 1.1. Такая нумерация версий для Google и команды разработчиков показалась скучной. Как вариант, они изначально хотели давать версиям Android имена известных роботов, потому что это же Android, это робот, и почему бы не давать будущим версиям имена других роботов? Однако от этой затеи отказались из-за проблем с авторскими правами. Но компромисс был найден легко. Начиная с Android 1.5, система, кроме нумерации версий, официально получала и собственное название на тему сладостей или каких-либо десертов. Но как же быть с предыдущими версиями? Они так и останутся без названия? Отчасти нет и отчасти да. Сообщество решило неофициально присвоить Android 1.1 название Banana Bread, а вот Android 1.0 оставили нетронутым. Такая вот канитель. В апреле 2009 года оператор T-Mobile заявляет о продаже более 1 миллиона устройств HTC Dream, первом массовом устройстве на Android. Система и ее идея теоретически начала медленными шажками набирать популярность, и на этом моменте уже стало понятно – систему нужно развивать. И за первую половину 2009 года выходит аж две новые версии системы из линейки 1X – 1.5 Cupcake и 1.6 Donut. Android 1.5 Cupcake выходит 30 апреля 2009 года, и эта версия включает в себя множество изменений. Как минимум появляется поддержка установки сторонних клавиатур, запись в видеоформатах MP4 и 3GP, и появляется возможность публикации фото и видео через YouTube и Picasso прямо из галереи и камеры. Среди мелочного можно отметить появление инструментов по обслуживанию и определению файловых систем карт памяти, обновление движка WebKit, стандартного браузера, прочие улучшения со стороны пользовательского интерфейса и появление базовой возможности работы с текстом. Выделить, копировать, вырезать, вставить, а-ля Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V и тому подобное, как на компьютере, только в рамках смартфона. Но эта фича существовала только в рамках браузера. Чуть не забыл самое важное. Система заговорила с пользователем на более чем 10 языках. В сентябре 2009 года внезапно выходит Android 1.6, и он мало чем отличается от Android 1.5. Нововведение никак не затрагивает системный интерфейс. По сути, продолжает исправлять ошибки прошлого и улучшать работу системы в целом. Меняется дизайн Android Market, значительное улучшение в галерее, можно выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавляется поддержка CDMA сетей, VPN и WVGA разрешения экрана. Обновляется поисковая строка, которая теперь может искать что-либо не только в интернете, но и в ваших закладках, истории браузера и контактах. Появляется голосовой поиск, и на этом тогда было достаточно. Устройства на этой системе тогда продавались только на чистом Android, на том Android, который задумывала сама Google. Тем более надо понимать тот факт, что у Android с самого начала были открытые исходники, и это открыло отличную возможность для разработчиков и гиков по внесению какого-либо вклада в развитие системы. Да и функциональность чистого Android тогда была не на высоком уровне. В результате совокупности данных фактов производители поняли, что продавать сырой Android с дефолтными функциями как-то не камильфо. И такие производители телефонов, как HTC, LG и Motorola, начали разрабатывать свои оболочки, чтобы хоть как-то улучшить функционал тогда еще сырой OS. Со временем это стало обыденностью, и некоторые производители решили помимо оболочек создавать и собственные дистрибутивы Android, конкретно заточенные под их устройства, но подробнее об этом мы поговорим чуть позднее. Перед тем, как мы будем с вами продолжать рассматривать историю Android, хочу попросить вас подписаться на канал. Ведь это никак не сложно, займет всего пару секунд. Да и вместе интереснее, вы не пожалеете об этом. А сейчас возвращаемся к теме. Через месяц после выхода 1.6 в октябре 2009 года происходит новый виток развития системы. Выходит эклерный Android 2.0. В этой версии переписали экран блокировки, достаточно провести дугу вправо. Обновилась камера, в ней доступна вспышка, цифровой зум, баланс белого и макрофокус, почти как в дешевых фотоаппаратах того времени. Галерея с возможностью простого редактирования фотографий,
сообщения с возможностью поиска сообщений, браузер получил поддержку HTML5, экран настроек теперь стал чуть опрятнее и отлично сгруппирован, появляется синхронизация и поддержка нескольких аккаунтов Google. А домашний экран и сам интерфейс получают мелкие косметические улучшения. Чуть позже выходит 2.0.1, но там, кроме мелких изменений в API и очередной смены экрана блокировки на прямой свайп, ничего интересного не происходит. После всех новогодних праздников 12 января 2010 года Android выпускает версию 2.1 с исправлением ошибок, обновлением некоторых стандартных приложений и появлением живых обоев. Мне живые обои тогда казались очень красивыми и прикольными, однако садили батареи они также с успехом. Также, кроме обычного рассказа, Данил решил еще по возможности показывать примеры устройств, которые работают на какой-либо версии OS. Знакомьтесь, Sony Ericsson E15i, или же Xperia X8. Данный гаджет вышел 16 июня 2010 года и обладает TFT-экраном в 3 дюйма с разрешением 320 на 480. В плане процессора здесь трудится Qualcomm MSM7227 на ARM-платформе на 600 МГц. В плане оперативной памяти здесь имеется 175 МБ, а встроенной тут 128 мегабайт, но на устройстве присутствует поддержка карт памяти до 16 гигабайт, и это радует. Из соединений здесь поддерживаются Wi-Fi диапазонов BG и Bluetooth. Батарея здесь на 1200 мАч и с самого старта продаж Xperia X8 поставлялся на Android 1.6. Однако он официально обновлялся до 2.1, но позже его поддержку прекратили из-за того, что аппаратная составляющая телефона не может запускать ничего, кроме Android 2.1 из-за нехватки встроенной памяти. Но гики снова доказали обратное. На этом устройстве запускали чуть ли не Android 4.2. Сейчас на этом устройстве установлен Android 2.1 с некоторыми изменениями от Sony, присутствуют некоторые собственные и партнерские приложения, а в 4 углах главного экрана расположены сменные ярлыки для часто используемых приложений. Из домашнего экрана мне привычнее что-то классическое, поэтому я туда установил лончер от Android 1.6. 20 мая 2010 года выходит Android 2.2 Froyo, замороженный йогурт, спустя 128 дней. Вот это продуктивность. Данная версия приносит функцию переноса приложений на SD-карту, минуя встроенный накопитель, если поддерживается самим приложением, поддержку экранов с разрешением более 720p и 320 dpi и OpenGL ES 2.0. Также в системе появляется флеш-плеер. Более того, в пункте о телефоне информация о версии Android теперь говорит о том, что это не какая-то микропрограмма или прошивка, а вполне открытая ОС. Мелочь, а приятно. И это еще не все. В Android Market появляются автоматические обновления и обмен контактами посредством Bluetooth. Далее идет версия, с которой, наверное, многие начинали свой путь по работе с Android. 6 декабря 2010 года выходит Android 2.3 Gingerbread, или же пряник. В ней поменялось оформление статус-бара и шторки со светлого на темное. Появилась первоначальная реализация NFC и всем узнаваемое пасхальное яйцо. Как оно работает? Открываем настройки, пункт о телефоне, 3 раза жмем на кнопку Android и вуаля! И мы видим зомби-арт и внизу нижнюю подсказку, которая говорит о том, что эту картинку нарисовал Джек Ларсон. Позже пасхалка станет обыденностью, и с каждой версии Android она начнет меняться. Помимо этого добавляется поддержка разрешения в XGA, поддержка нескольких камер, а также значительные улучшения, полезные для разработчиков игр. На фоне стремительного развития Android в январе 2010 года Apple представила iPad, планшетный компьютер на тогда еще iPhone OS. Первый iPad очень хорошо ценили на публике, и позже его признали одним из самых влиятельных изобретений 2010 года. Интерфейс iPhone OS уже был адаптирован для планшетного разрешения, и в Android подумали, а почему бы нам не адаптировать свою систему? Таким образом, Android будет доступен не только в потребительском рынке смартфонов, но и на еще новом рынке планшетных ПК.
Как говорится, попытка не пытка. 6 января 2011 года была анонсирована и спустя месяц выпущена Android 3.0 Honeycomb, которая была предназначена сугубо для планшетов. Эта версия получила новый интерфейс, который был хорош во всем. Тут есть и строка состояния, совмещенная с 3 сенсорными кнопками, позже становясь стандартом на протяжении 10 лет, крутые анимации, напоминающие голографический стиль и первую версию дизайна холла, а также удобство для экранов с большим разрешением. А поскольку Android 3.0, как и последующие версии, предназначались исключительно для планшетов, она не пользовалась спросом. И этому было множество причин. Во-первых, исходники этой версии были закрыты. Google аргументировала это решение тем, что система не была полностью готова к выходу версий для смартфонов, и потому не позволяла хакерам портировать ее, но за 5 дней до официального релиза они хитро умудрились портировать операционку на Nexus One. И в чем прикол тогда? Во-вторых, приходилось покупать планшет, то бишь новое устройство. Логично, ведь из-за цели этой ветви обновление с 2X не было предусмотрено. Именно из-за этих железобетонных причин данная версия для многих попросту прошла мимо. В мае 2011 года выходит Android 3.1 с поддержкой USB on the go, а это клавиатуры, мыши, геймпады, USB-флешки, роутер, переходники и прочая периферия, а не только зарядное устройство. И прочими мелкими изменениями. Еще через пару месяцев появится Android 3.2, также происходят мелочные изменения под капотом. Разумеется, попытка сделать ОС не для телефонов в конце концов была обречена на провал из-за ошибок со стороны Google, но рано или поздно все это исправляется и заканчивается хэппи-эндом. Именно с выходом новой 4-й ветви в октябре 2011 года ОС доделали до ума, и она стала универсальной так для смартфонов, так и для планшетов. Исходные коды теперь снова доступны. Энди Робин объяснил, что Android 4.0 был предназначен для обеспечения заманчивого и интуитивно понятного взаимодействия с пользователем как на смартфонах, так и на планшетах. Дизайн холла был в значительной степени переделан, а по всей системе стал использоваться шрифт робота, пришедший на замену Droid Sans. А сама система имеет название как Ice Cream Sandwich. Шрифт робота был создан Кристианом Робертсоном в 2011 году, и в итоге он стал стандартом де-факто во всех сервисах Google, во многих проектах свободного ПО, в популярных СМИ, да и везде, где только возможно. Лицензия позволяет. В версии 4.0 теперь стало возможным по-быстрому создавать папки, делать скриншоты, перекидывать контент между устройствами с поддержкой NFC и Android Beam и разблокировать устройство по лицу. Оно также определяло время еще и 3 наэкранными кнопками в смартфонах, что в 2017-2020 годах было актуально. С этой версии появляется поддержка кодека WP8, формата WebP и технологии Wi-Fi Direct, позволяющая соединяться между устройствами по принципу peer-to-peer. Также с Android 4 анонсируется маленький ребрендинг. Не с самого Android, конечно, а его сервиса. Портал Android Market с марта 2012 года становится Google Play. Публика действительно восприняла эту версию тепло, хотя бы из-за дизайна и повышения качества операционки, но некоторые нововведения все еще оставались довольно спорными. Почтовый клиент только уступал аналогам, да и разблокировка по лицу была жалкой кривоработающей пародией на Face ID. Того, чего не существовало, кстати, до этого. У меня есть даже пример устройства на Android 4.0, только уже не рабочий. Это люто китайский, как по виду, так и по запаху, планшет Armix Pad 900. Данное сие чудо у меня лежит со слегка вздутой батареей на полке и содержит в себе процессор Rockchip RK2918 на 1 ГГц. Обладал возможностью звонить в виде поддержки сотовых сетей до 3G. Из памяти тут 8 ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной. Экран 9 дюймов с разрешением 1280 на 800, батарея на 6300 мАч и поддержка вывода изображений через HDMI. По сути, это все, что могу сказать. Игры этот планшет у меня тянул с переменным успехом и лагами под 10 кадров в секунду. Как-то так. А мы идем дальше.
Далее идет период, когда несколько версий Android назывались одним и таким же именем – Jelly Bean, начиная с 4.1 и заканчивая 4.3. Android 4.1 выходит 27 июня 2012 года. В данной версии обновление получает виртуальная клавиатура, предиктивный ввод, расширенный словарь и поддержка новых языков. Голосовой ввод теперь может работать и без подключения к интернету. Для слабовидящих пользователей появилась поддержка работы физических устройств ввода со шрифтом Брайля. Система уведомлений стала более информативной, а системный поиск получил глобальное обновление в виде появления Google Now. Сервис выдает в виде интерактивных карточек различную актуальную информацию с учетом вашего текущего месторасположения, личной информации из календаря, истории поисковых запросов, посещенных страниц и так далее. Эти самые карточки можно было легко редактировать или удалять со своей страницы. Google Now официально является продолжением сервиса iGoogle, который завершил свою работу 1 ноября 2013 года. Журнал Popular Science признала Google Now главной инновацией 2012 года. Спустя 4 месяца после выхода Android 4.1, 29 октября 2012 года публикуется версия Android 4.2. Главным нововведением в этой версии является поддержка профилей, то есть на одном устройстве может использоваться несколько локальных учетных записей со своими настройками, персонализацией, приложениями и прочей информацией. Проще говоря, все как в Windows, Linux и других настольных OS. Системная клавиатура теперь поддерживает ввод свайпами, появляется поддержка вывода изображения и звука через Miracast, а на экране блокировки вместо часов теперь можно размещать и виджеты. Планшетный интерфейс, что был в Android 3X, убран окончательно, но это все отчасти компенсировалось двойной шторки возле статус-бара и незначительными изменениями в дизайне, хотя некоторые оболочки, в частности TouchWiz и EMUI, использовали только одну шторку, и со стороны это выглядело не очень. Позже мы к этому вернемся. 24 июля 2013 года выходит Android 4.3 с исправлением ошибок, апгрейдом OpenGL ES до версии 3.0 и пополнением в списке стандартных приложений в виде Google Keep и Hangouts. Темп разработки очень сильно впечатляет. Новые версии с множеством обновлений выходили чуть ли не раз в 3-4 месяца. А сейчас хочу показать пример устройства на Android 4.3. Это Sony Xperia M2 Dual. Этот смартфон был выпущен в 2014 году и работает на 4-ядерном процессоре Snapdragon 400 с частотой 1,2 ГГц. АЗУ здесь 1 ГБ, а встроенный тут на 8 ГБ. По стандарту он работает, как уже было сказано ранее, на Android 4.3. В стоковой прошивке, конечно, будут присутствовать как собственное приложение Sony, так и простые спонсорские, куда же без этого. Официально он обновлялся и поддерживался вплоть до Android 5.1. Экран 4,8 дюйма с разрешением 540 на 960. Камера тут на 8 мегапикселей, батарея тут на 2300 мАч. Также существуют и обычные Xperia M2 и Xperia M2 Aqua. Отличие от первой модели заключается в наличии M2 Dual слота для второй сим-карты, а от второй в наличии влагозащиты IP68. В плане кастомных прошивок, по данным сайтов OPDA и XDA, максимально возможной здесь версией является Android 8.1 в виде Lineage OS 15.1. Сверху у него вход под наушники, слева разъем для зарядки и красиво оформленный слот под SD-карту. Справа кнопки выключения, громкости, камеры и лотки сим-карт, а снизу дырка для брелока и динамики. Но шло время, развитие смартфонов и планшетов прогрессировало, а вместе с этим пришел новый тип устройств – смарт-часы, в которых был большой ассортимент проприетарных операционных систем, но некоторые из них не любят привязываться к Android-устройствам, в результате чего для умных часов зарождается новая ветка Android – Android Wear, но она предстанет миру чутка позже. А сейчас, пожалуй, вернемся к Android 4.4. Эта версия была официально представлена 31 октября 2013 года и получила название KitKat. Изначально система могла иметь название как Android 4.4 Key Lime Pie – лаймовый пирог. Но Джон Лагерлинг, директор по глобальному сотрудничеству Android, внезапно отбросил это название из-за того, что лишь некоторые знают вкус лаймового пирога.
Тем более, что это за названия такие. Давайте ради прикола сделаем что-нибудь забавное и неожиданное для всех. И они это сделали. Команда связалась с представителем компании Nestle, которая владела правами на бренд KitKat, и быстро договорилась о такой маленькой сделке. Такое партнерство не было особо публичным до сентября 2013 года, пока компанией LG не был представлен Nexus 5. Что же появилось здесь нового? Стоит начать с того, что в этой версии системы еще раз было больше уделено времени на оптимизацию для повышения производительности, без причинения какого-либо ущерба функциональности. То есть KitKat в первую очередь ориентируется на бюджетные устройства того времени, которые не могли похвастаться достаточными на то время характеристиками, к примеру, смартфоны с 512 мегабайтами АЗУ. Во время разработки Android KitKat для имитации слабых устройств, команда специально использовала смартфоны Nexus 4, только есть нюанс. 512 мегабайт АЗУ, пониженная частота процессора с одним рабочим ядром. И эта самая оптимизация, кажется, пошла на славу. Следующим нововведением для особо любопытных является появление бета-версии Android Runtime, среды для выполнения приложений, которая в будущем должна заменить Dalvik. В плане изменений для пользователя здесь упрощается процесс переключения лаунчеров по умолчанию. Это уже делается в специальном разделе настроек. Появляется поддержка Chromecast, облачной печати и шагомеров. Google Now теперь еще больше интегрируется с системой. Его можно запустить, просто сказав «Окей, Google». Ставь лайк, если у тебя включился голосовой поиск от Google. Появляется нативная поддержка работы с облачными системами. Можно открывать и сохранять файлы из облака прямо в стандартном интерфейсе телефона. Экран блокировки получает новый дизайн. Переделывается загрузчик файлов, дебютирует система умного определения звонящего номера, вдруг вам из офиса какой-либо организации звонит, и добавляется поддержка ввода японских смайликов в стандартной клавиатуре. Я пользовался Android 4.4 на вот таком телефоне. Prestige Multifone 5453 Duo. Название уже заставляет задуматься, да? У меня он появился в начале 2015 и по стандарту работает на Android 4.4. По поводу обновлений... Стоп, обновления? А это кто? Это устройство никогда официально не получало обновления Android, что в плане версий, что в плане каких-либо патчей. Создание новых версий Android под это устройство как-то на неравнодушных энтузиастах держалось. Под капотом он вертелся на процессоре MTK 6582 в 1,3 ГГц. 1 ГБ АЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Экран здесь на 4,5 дюйма IPS типа. А батарея тут вообще отдельная песня. Мало того, что с самого начала батарея имела много приколов в виде внезапных отключений на 15%, так еще и на это посмотрите. И на этой ноте я уже предлагаю идти дальше. Наступает 2014 год. Android все так же постепенно захватывает смартфонный мир путем своей открытости к разработчикам. Однако все годы существования системы присутствовала одна заметная для рядового потребителя проблема – отсутствие целостного восприятия дизайна в системе. Начиная с Android 4.0, команда разработчиков пытается сделать единый дизайн системы их приложений под названием Holo, но это выходило не с таким сильным успехом. В некоторых местах самой же системы можно было встретить дизайнерские решения прямиком из Android 2.0. А что уж говорить о дизайн-гайдах и стороннем софте. А конкуренты уже вовсю продвигают новые дизайнерские решения. Даже Apple представила iOS 7 со свежим интерфейсом, отказавшись от скеоморфизма. А Microsoft представила Windows 8 с дизайнерским языком под названием Modern UI, где вместо пуск присутствовал плиточный интерфейс, а вместо фона акцентные цвета, простые узоры и прочая плоскость. Хотя Modern UI был еще задолго до Windows 8, но это уже детали. Во время разработки была создана новая дизайн-система под названием Material Design. Этот стиль развивает идею карточек, которые присутствовали в Google Now более широким вариантом анимации и переходов, отступов, теней и света. А иконки были выполнены в виде множества слоев бумаги разных цветов. И вот, 25 июня 2014 года на конференции Google I.O. показывается миру Android L, будущий Android Lollipop, который будет выпущен в ноябре 2014 года.
Среди главных нововведений можно назвать полноценный редизайн системы в стиле того самого Material дизайна, о котором мы бубним уже как 2 минуты. Входящие звонки теперь появляются не во весь экран, а только в виде уведомления сверху. Из-под экрана блокировки теперь можно отвечать на сообщения, можно указывать время для комфортного получения уведомлений, а также появляется возможность скрыть личную информацию от уведомления на экране блокировки. Также в систему дебютирует режим энергопотребления и появляется возможность установки пароля на запуск системы путем шифрования данных, а с планшета в свою очередь переносится поддержка локальных учетных записей. Ну и куда же в новой системе без новой пасхалки? В этот раз пасхалкой стала мини-игра на основе популярной в 2014 году игре Flappy Bird Lollipop Land, где мы должны за андроида лететь между леденцов и стараться не разбиться. Под капотом тоже много чего происходит. Android полностью отказывается от среды выполнения Dalvik и переходит на собственный Android Runtime. Появляется реализация контроля доступа SE Linux, улучшенная работа с аудиосистемой, поддержка USB аудиоустройств и резервное копирование ваших установленных приложений с аккаунтом Google вплоть до их расположения на рабочем столе. Также на Google I.O. официально представляют ответвления Android: Android Wear, Android Auto и Android TV. Расскажу кратко. Android Wear предназначен для умных часов и прочих носимых устройств. С 2018 года имеется название Wear OS. Android Auto предназначен для автомобилей и служит своего рода бортовым компьютером после подключения к автомобилю смартфона. А Android TV — это специально урезанная версия полноценного Android для работы на телевизорах и приставках. 2015 год, 28 мая. Снова конференция Google I.O. Нам представили много интересных сервисов, немного обновленный Google Play и самое главное, новую на тот момент версию Android 6, он же Android Marshmallow. В этой версии системы появилась новая функция Doze Mode, которая позволяет вдвое увеличить автономность мобильных устройств. Благодаря датчику движения, устройства понимают, используете вы их или нет, и погружаются в сон, если вы оставите их лежать на письменном столе или диване. Вместе с ним, так сказать, в одной упряжке добавили технологию App Standby. Принцип ее работы простой. Когда вы сворачиваете любое приложение, оно ограничивает доступ в сеть и отключает ему прочие функции, чтобы приложение потребляло меньше энергии. Изначально Doze Mode включался примерно через полчаса после того, как телефон оказался неподвижным, фактически когда вы ложились спать. App Standby включался сразу, как только вы сворачивали приложение или начинали пользоваться другими. Android 6 обзавелся поддержкой интерфейса подключения, которым мы пользуемся и по сей день. И не только в телефонах. Появилась поддержка разъема USB Type-C, а вместе с ним еще и продвинутые режимы зарядки. Зарядка, то бишь обычная зарядка устройства, передача файлов, обычный режим подключения телефона к ПК для обмена данными, передача фото, передача файлов в режиме Picture Transfer Protocol, отображается только папка с фотографиями, и MIDI, режим подключения устройства в виде MIDI клавиатуры. Анонсировали платежную систему Android Pay, которая позже переименуется в Google Pay. И по заверениям Дэйва Берки является простой, а самое главное безопасной системой оплаты. Ее суть в использовании технологии NFC для передачи данных карты продавцу. Он заменяет чип с пин-кодом, либо магнитную полосу на кредитной и дебетовой картах, позволяя пользователю загрузить эти данные в устройство. Является прямым конкурентом Apple Pay. Сканер отпечатка пальца. Частично появилась биометрия как часть API, а именно поддержка сканера отпечатка пальца. До этого она уже была у отдельных вендоров, например, у Samsung в их реализациях операционной системы. Теперь это стало системным API, которое позволило взаимодействовать с ним из любого приложения и обеспечить защиту данных с быстрой разблокировкой доступа к ним со стороны пользователя. Также можно подметить и другие отличия. Появление Google Now on Tap, который изучает контент на вашем экране и подсказывает вам в ту же секунду описание незнакомых понятий, бренды и людей. Project Brillo – ОС для реализации интернета вещей. Способность запретить доступ приложения к отдельному ресурсу. Раздел «Центр приватности пользователя» для контроля доступа приложений к персональным данным и функциям устройства. В версии Developer Preview была впервые реализована поддержка темной темы на уровне системы. Но, увы, к релизному Android 6.0 эта фича почему-то была скрыта, хотя она действительно работала. И System Tuner UI – скрытое меню для кастомизации статус-бара и быстрых настроек. После релиза в некотором смысле минорного Android 6,
Компания Google решила уделить внимание некоторым мелочам, связанным с расширением функционала системы, улучшению системы оптимизации энергопотребления, а также добавлению некоторых возможностей для разработчиков игр, призванные улучшить графику. И в марте 2016 года выходит Android 7.0 Nougat. Как обычно, изменений достаточно, но все перечислять не будем, выделим ключевое. Можно начать с функции разделения экрана. В Google сдержали свое обещание, и Android 7.0 стал первой версией, с которой стало возможным вывести на экран два приложения в виде двух разделенных окон на телефоне из меню запущенных программ. Также добавилась инновационная на тот момент функция под названием Picture in Picture – картинка в картинке, которая позволяет во время пользования устройством открывать в углу экрана видеоролик. Энергопотребление в этой версии тоже немного допилили напильником. Как уже было сказано про Browse Mode ранее, он активировался только тогда, когда вы сворачиваете приложение или выключаете экран телефона через час. Теперь в этой версии режим DOS начал экономить энергию моментально, даже если он у вас просто не используется. А что у нас под капотом? В техническом плане произошли тоже некоторые изменения. Сама система перешла на новый GIT-компилятор, он же динамический компилятор, который призван увеличить быстродействие работы приложений путем компиляции байт-кода в машинный код или в другой формат непосредственно во время работы программы. Поэтому и расшифровывается оно как Just in Time, то есть компиляция точно в нужное время. Была реализована поддержка Vulkan API для более быстрого 3D-рендеринга, и это позволило OEM-производителям поддерживать свою ныне несуществующую платформу Daydream VR. Ну еще до кучи Android 7.0 переехал из Java Runtime Environment на OpenJDK по причине создания общей кодовой базы между Java на Android и другими платформами. Однако Google позже призналась, что переход на OpenJDK позволит избавить Android от каких-либо претензий со стороны компании Oracle. Ну и напоследок можно упомянуть про мелкие нововведения, коснувшиеся данного релиза. 72 новых эмодзи и фильтрация входящих звонков. В 2017 году выходит Android 8.0, Android Oreo. Название версии является отсылкой на популярный в США вид печенья – Oreo. Однако 8-й Android бесплатные печенья в комплект не завезли, но добавили кое-что покруче. Разные типы уведомлений теперь могут иметь свой цвет и звук. Поддержка Bluetooth 5 и более тесная интеграция системы с VoIP приложениями. Функция «Умное хранилище», которая позволяет автоматически удалять с устройства фото и видео, синхронизированные с облаком более 90 дней назад. Автозаполнение данных в приложениях во время авторизации точно так же, как в браузерах. Android Oreo теперь умеет распознавать вечную перезагрузку и будет пытаться себя восстановить. Однако, если 5 попыток восстановления были тщетными, система автоматически перезагрузит тебя в recovery, где оттуда можно сделать сброс настроек. Android 8.0 знаменуется не только вторым сотрудничеством с компанией по производству сладостей, но и выпуском первого Android Go. 5 сентября 2017 года выходит первая версия из линейки Android Go Edition 8.1. Сама идея этой редакции заключается в облегчении полноценной версии Android для бюджетных и сверхбюджетных смартфонов с 1 или 2 гигабайтами ОЗУ и меньше. Эх, а когда-то полноценный 4.4 на 512 мегабайтах вполне себе прекрасно ворочался. Странные аппетиты, конечно, пошли, но да ладно. И какие тут имеются отличия от оригинала? Список недавних приложений ограничен только 4 элементами. Больше нельзя. Приложения, выходящие за рамки лимита, целиком выгружаются из ОЗУ. Приложение сервиса Google Play стало модульным для оптимизации потребления ОЗУ. В магазине Google Play отображаются только Go издания или облегченные варианты приложений. А в системе имеется специальный стоковый набор приложений: Google Go, YouTube Go, Gmail Go, облегченная галерея и карты. Недоступны жесты. Только 3 классические кнопки, хотя в поздних версиях Android Go это добавили. Полностью отключена возможность создания и переключения между локальными аккаунтами на устройстве, не путать с переключением аккаунтов Google. Далее развитие системы уже идет не такими семимильными шагами, как ранее, но все же оно идет.
7 марта 2018 года выходит первая превью-версия Android 9.0, Android P для Essential Phone, OnePlus 6, Sony Xperia XZ2. Пока с дичайшим количеством багов, ничего страшного, бывает. Но 8 мая система дорастает до бета-версии. В будущем станет называться как Android Pie. Релизная же версия системы покажется миру 6 августа того же года. Такой подход к выпуску еще берется с Android 5, когда всем сначала предоставляли Android L, а уже через пару месяцев и пару бета-сборок свет увидела уже стабильной версии системы. Среди нововведений в Android 9.0 можно назвать поддержку формата изображения HEIF. Не путать с ChipKIF. Классические кнопки уходят в прошлое, и вместо них приходят жесты, но старый вариант можно вернуть. Переработанное меню недавних приложений, поддержка DNS over TLS и дебют функции цифровое благополучие, которое отслеживает время, проведенное за телефоном, и позволяет установить дневной лимит. Из мелочи можно отметить кнопку создания снимка экрана в меню выключения, поддержку вырезов на экране, полупрозрачный фон в доке, переработанный ползунок громкости, цветные иконки в разделе настроек и игры со шрифтами. Следующая версия Android, Android 10 или же Android Q, выходит 3 сентября 2019 года, хотя до этой даты выпускалось 6 сборок для разработчиков, включая предварительные и бета-версии. Из особенностей этой версии от предыдущей можно отметить поддержку складных телефонов, улучшенные настройки системного интерфейса, шрифты, цвета, вид иконок и так далее, поддержка кодеков AV1 и Opus, Media API и появление более расширенных настроек конфиденциальности. Кроме всех нововведений, многие ждали сладкого имени к Android 10. Однако команда разработчиков за почти 2 недели до релиза сообщают, что Android Q будет распространяться исключительно как Android 10, без кодового имени, и прекращает эту практику присвоения названий. Многие не поняли, почему такая милая традиция сходит на нет. Google аргументировала это тем, что такое для международных версий не имеет смысла. Продукты могут быть неизвестны во всем мире, и их трудно произносить на некоторых языках. И до Android 13 система не будет официально получать свое сладкое название. Хотя со временем через программы для просмотра сведений о системе было найдено то самое сладкое имя — Queen's Toad, айвовый пирог. Вице-президент Google и руководитель проекта Android Дэйв Бёрк в подкасте All About Android сказал, что Android все еще есть версии с названием десертов, только о них никто не рассказывает обычным пользователям. Они используются только для внутреннего пользования. Компания так-то не скрывает их, хоть и не афиширует. Да и во время разработки такой вариант нумерации очень удобен. Я прекрасно понимаю, что вы, наверное, уже слегка подустали. Уже осталось не так много моментов, но все же они также интересны. Вообще, я рекомендую сделать перерыв и прерваться на приготовление новой чашки чая, например. Или подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. А теперь кратко рассмотрим оставшиеся версии системы. В 2020 выходит Android 11 с поддержкой 5G, огромным количеством улучшений в плане совместимости, производительности и оборудования. В 2021 выходит Android 12 и Android 12L. Первый содержит редизайн в стиле Material U, а вторая — модификацию интерфейса для различных видов экранов и складных устройств. В 2022 выходит Android 13. Языковые настройки для каждого приложения теперь можно ставить отдельно, и появляется поддержка Ultra Wideband. К слову, сменить язык только в одном предложении очень давно позволяет и iOS. Официальный Android официальным андроидом, но вот за счет открытого исходного кода системы производители различных устройств, что смартфонов, что планшетов и навигаторов, начали выпускать свои собственные прошивки и оболочки. Да и не производителями едиными, целое сообщество также делают большие проекты на основе Android. В этом видео мы рассмотрим только самое известное и, как минимум, необычное. В начале 2009 года, как только Android 1.5 перестал быть эксклюзивом для HTC Dream, в создании своей собственной оболочки был заинтересован один из членов Open Headset Alliance, сама же компания HTC. 24 июня 2009 года впервые всему миру была представлена оболочка HTC Sense, да и не только она. В этот же день вышел в продажу смартфон HTC Hero, преемник Dream.
На то время дизайн у Sense был привлекательным, а из полезного функционала был виджет с часами и погодой, сюжеты, быстрый доступ к настройкам и так далее. В первые годы развития Sense начал расширяться своими собственными сервисами, такими как онлайн-кинотеатр HTC Watch и Footprints. В 2013 году в оболочку добавлялся еще и новостной агрегатор с поддержкой RSS, и ныне закрытого с 2019 года Google+. Samsung, которая также производила смартфоны на чистом Android и параллельно развивала TouchWiz на платформах Handset Platform и Symbian S60, в ноябре 2009 вошла в ногу со временем, взяла все лучшее и перенесла всю графическую составляющую TouchWiz в Android. Первым устройством на Android-версии TouchWiz по праву можно считать Samsung Behold 2. Ее отличие от братьев на Samsung Headset Platform есть, как минимум шторка приложений вместо виджетов и список открытых приложений в виде куба. В развитии TouchWiz был также крупный и длительный скандал в краже патентов Apple касательно дизайна телефонов и системы жестов, что ограничивало продажи смартфонов Samsung в некоторых странах. И пока они сражались между собой в судах, некоторые китайские компании, такие как Huawei, Meizu и Xiaomi, тоже представляли свои уникальные оболочки – Flyme, EMUI и MIUI. MIUI раньше была одна из необычных и интересных прошивок, а сейчас какого черта архив с нынешней стоковой прошивкой весит 6,5 гигабайт? А что произошло после 2016 года? TouchWiz превратился в тыкву, или же Samsung официально признали ее бесполезным раздутым шлаком. Раздутость заключается в том, что в софте имеется большое количество функций, которые совершенно не нужно рядовым потребителям, но оно еще и загаживает и тормозит систему. У компаний попытки исправить ситуацию были, но они проваливались с треском. В итоге Samsung переписал оболочку дважды. Сначала был Samsung Experience, затем Samsung One UI. А HTC Sense и вовсе умер в 2018 году. Но кого это волнует, если судьба TouchWiz может обернуться и на MIUI с рекламами и плохим качеством встроенного софта? Невольно заставляешь себя думать о кастомных прошивках. Кстати, о них. Наверное, вам запомнились такие кастомные прошивки, как CyanogenMod, Lineage OS, CR-Droid, Pixel Experience, Evolution X, Replicant и многие другие. Если в первом имелся и терминал, и набор консольных утилит, и движок тем, и даже переносы фич из поздних версий Android, то в остальных прошивках либо стараются копировать друг друга, либо удаляют проприетарные компоненты, либо дополняют различными фичами, как в дистрибутивах GNU Linux. Таких примеров очень много, и рассказывать о прошивках все подряд в рамках этого видео просто не имеет смысла. Android можно запускать не только на ARM-устройствах. За 15 лет в свет вышло множество неофициальных проектов, которые позволяли установить полноценный Android на настольный ПК или ноутбук. В этом видео мы кратко пройдемся по двум проектам – Android X86 и RemixOS. Первая версия Android X86 вышла в 2009 году, во времена Android 1.6. Для работы системы на платформе X86 были написаны с нуля некоторые системные компоненты для лучшей производительности на ранее сказанной платформе. Система поддерживает аппаратное ускорение OpenGL ES, что при обнаружении совместимой видеокарты а-ля Intel GMA, Nvidia или AMD Radeon позволяет осуществлять рендеринг всей системной графики со стороны этих самых видеокарточек. Загрузчиком является обычный Grab 2, образы выходят в формате ISO, работают через винтой и поддерживают лайв-загрузку. Последняя версия этого проекта была выпущена в марте 2020 года на основе Android 9. Новых версий нет уже как 3 года, похоже, проект попросту потерял свою актуальность. RemixOS основан на Android X86. В 2014 году выходцы из Google основали собственную компанию Giant Technology и представили операционную систему RemixOS. Система мгновенно привлекает свое внимание скрещиванием Android и Windows в дизайнерском плане. Данная ОС имеет закрытый исходный код. Изначально RemixOS поставлялась с сервисами Google, но по требованию одноименной компании они были удалены из комплекта поставки. Последняя версия вышла 25 ноября 2016 года, а в июле 2017 было официально объявлено о полном прекращении разработки этой системы. Больше сказать особо и нечего, поэтому можно перейти к другому не менее волнующему для меня вопросу. Каким будет будущее системы? Вот таким.
А если серьезно, то хочу сразу сказать, что я не являюсь каким-либо аналитиком и высказываю сугубо свое собственное мнение, которое может быть оспорено любым человеком в комментариях, в диалоге со мной, в дискуссии на скамейке, на каких-либо форумах и вообще где угодно. Так вот, я считаю, что будущее у Android будет таким же интересным, как и сейчас. Исходники все так же будут публиковаться, сообщество будет все таким же активным и преданным, прошивки все так же будут создаваться и обновляться. В общем, ничего такого плохого пока не видно. Если кому-то не нравятся Google сервисы, то можно спокойно накатить какую-нибудь прошивку без гапсов. Android — система открытая, и каждый может собрать себе идеальную прошивку, только надо усидчивость да время. Еще вот скоро Android 14 выйдет, если он уже не вышел, а там обещают возможность увеличения масштаба текста до 200% и ограничения на установку приложений, которые были созданы для Android 5 и ниже. Да и недавно проект сменил логотип и освежил шрифт, так что OS вполне себе живет. Как-то сжато мнение получилось, но зачем еще больше-то? Как и любой другой проект на начальных этапах развития, кроме людей, удовлетворенных проектом, найдутся те, которые укажут на недостатки и актуальные проблемы. Само собой, Android не исключение. Систему на начальных порах критиковали за чрезмерное потребление заряда батареи и даже интернет-трафика. Но подобные обвинения теряли свой смысл, так как в старых Android можно просто следить за передачей данных и запрещать работу приложений в фоновом режиме. А сейчас с этим все хорошо. При каждом новом выпуске стабильного релиза Android разработчики всегда обновляют исходный код до актуального состояния, кроме Android 3.0. После выпуска этой системы Энди Рубин заявил о задержке публикации исходников на неопределенный срок. Аргументация была следующая. Система была плохо готова для запуска на смартфонах и требует значительных оптимизаций. Подобное решение вызвало смешанное мнение как от сообщества, так и от экспертов. Осенью 2011 года все стало на свои места. Разработчики выложили актуальные исходники. На тот момент это был Android 4.0. В 2009 году создатель кастомной прошивки CyanogenMod умудрился поконфликтовать с Google. Компания аргументировала свою позицию тем, что он незаконно распространяет программы для доступа к сервисам Google и тем самым нарушает лицензию. Реакция сообщества и на этот раз не заставила себя ждать. Баталии на форумах и в Twitter, петиции на 40 тысяч человек и официальные комментарии. Однако выход был найден быстро. Новые версии CyanogenMod больше не содержали встроенное приложение Google. Как итог, конфликт исчерпан. Проблема решена. В Android обычно никак не препятствовали установку вредоносных приложений, обычно распространяемые в сторонних каталогах, а многие производители перестают официально поддерживать свои устройства обновлениями максимум спустя 2 года. С выходом Android 8.0 процедура обновлений стала попроще, благодаря General System Image и новой системе безопасности Google Play, но ситуацию это никак не изменяет. Рано или поздно в Google Play или, что еще хуже, в прошивке может оказаться тот или иной вирусняк. С одной стороны, вы несете любую ответственность за установку приложений, но с другой стороны, над поддержкой устройства стоит задуматься, пока существуют кастомные прошивки. Что можно сказать в качестве итогов? За 15 лет существования Android происходило огромное количество приключений. Скандалы, конфликты, резкие необычные изменения, но все это сделало систему такой, которую мы прекрасно знаем и видим каждый день у большинства друзей, родных и прочих людей. Android, благодаря своей открытости и доступности для производителей, по сути, захватил мир смартфонов. Да и, вероятно, не только смартфонов. А на споры по теме, что лучше, Android или iOS, я как-то смотрю с ностальгией. Над этим роликом трудился я не один. Со мной была команда неравнодушных людей, которая любит и ценит данную систему и с интересом следит за всем происходящим вокруг нее. Я хотел сюда пригласить еще одного человека, но из-за его необычного эго и сомнительного в некоторых местах характера этого не случилось. И, кстати, канал совсем недавно достиг 70 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное за всю активность и ваши пожертвования. Почему я это сказал? Да просто чтоб на память было. Каким было ваше первое Android устройство? С какой версии системы вы начинали? А может быть, даже есть какие-нибудь интересные истории, связанные с этой системой? Или может есть что дополнить? Пишите в комментарии. Очень надеюсь на то, что кто-то досмотрел видео до этого момента.
Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент, ведь вместе интереснее. Огромное спасибо людям, которые со мной принимали участие, донатерам за поддержку канала, 10, 20 рублей, 50, 100, да хоть сколько угодно, и вам за просмотр. До новых встреч, дорогие друзья!